Привет! Финиковая пальма – древний символ земли Израиля. В Танахе Эрец-Исраэль назван землей, текущей молоком и медом. И мед этот – финиковый сироп. Но то, что мы видим сегодня, это не те знаменитые иудейские пальмы. Так что же произошло? Давайте разбираться. В Талмуде рассказывается история про одного мудреца, который пришел на землю Израиля и увидел коз, пасущихся под пальмой. Козы были настолько тучными, что молоко их капало на землю и смешивалось с соком, капавшим с фиников. И он воскликнул: действительно, вот земля, текущая молоком и медом. И мед этот, вот он. Ибо Бог всесильный твой ведет тебя в землю хорошую, в землю потоков вод и ключей и источников, истекающих в долинах и горах, в землю пшеницы и ячменя, и винограда, и инжира, и гранатов, в землю оливкового масла и меда. И этот мед источается плодами финиковой пальмы. В 71 году нашей эры римляне подавили восстание в Иудее. Во знаменование своей победы император Веспасиан приказал отчеканить монеты с изображением женской фигуры, сидящей под финиковой пальмой, и надписью «Иудея Капта» – покоренная Иудея. Финиковая пальма была символом Иудеи в глазах римлян. Поэтому финиковые рощи подверглись тотальному уничтожению. Пальма стала исчезающим видом на территории Израиля. К XIX веку остались лишь отдельные деревья в оазисах в Негеве и в Араве. Идея возрождения выращивания фиников в Израиле зародилась в 20-х годах прошлого века. Одним из энтузиастов был Бен-Цион Исраэли. Его трудами и трудами его товарищей им удалось вывести из соседних арабских стран несколько тысяч саженцев финиковой пальмы. Следует сказать, что большинство стран, выращивающих финики, под страхом смерти не разрешали вывозить черенки финиковой пальмы. Дело в том, что финиковая пальма считается национальным достоянием во многих странах. Есть одна удивительная история о привозе пальмовых саженцев, который осуществил Бен-Цион с товарищами. В 1932 году они отправились за саженцами в Ирак под видом покупки ковров. Это была чистой воды контрабанда, и молодые люди рисковали жизнью ради возрождения пальмы в Эрец-Исраэль. На границе один из чиновников заинтересовался коврами и начал разматывать один из ковров. Представляете, о чем думал молодой еврей-энтузиаст? Хорошо, что ковер был длинный, и чиновнику надоело его разматывать, и пальмовые черенки благополучно прибыли в подмандатную Палестину. В последующие годы в Израиль привозили отпрыски из Калифорнии, сорта Даглит Нур и Матшхоль, которые пользуются сейчас большой популярностью, и не только в Израиле. Нужно сказать, что в настоящее время Израиль осуществляет около 60% всего мирового экспорта фиников. Пословица гласит: «У пальмы голова в огне, а ноги в воде».
Пальма – растение засухоустойчивое, жаровыносливое, а также солеустойчиво. Поэтому возможно ее культивировать на соляных почвах в районе Мертвого моря. Но пальма еще и влаголюбива. В нашем сухом климате после сбора урожая пальмы обрезают, чтобы растению требовалось меньше воды. Вот эту обрезку мы сейчас видим на плантации в районе Мертвого моря. Самая большая финиковая роща в Израиле находится в кибуце Тират-Цви в долине Бейт-Шиана. Эта плантация насчитывает порядка 10 тысяч деревьев. Но где же та самая иудейская пальма, дающая знаменитые медовые финики? И вот здесь начинается самое интересное. Во время раскопок на Масаде, во дворце Ирода Великого, археологи обнаружили финики, которым было около 2000 лет. Была предпринята абсолютно авантюрная попытка возродить к жизни семена времен Иисуса. И на удивление эта попытка удалась. Одна косточка из 7 проросла. Ну не чудо ли? К сожалению, это оказалось мужское дерево, которое не может давать плоды. В дальнейшем были предприняты попытки возродить к жизни косточки финиковых пальм, найденных в Масаде и Кумране, и это увенчалось успехом. Саженцы древней иудейской пальмы были высажены в кибуце Кентура, куда мы непременно отправимся, и я познакомлю вас с древней иудейской пальмой, а возможно и с ее удивительными плодами.